Пришли в школу за учебниками новыми на 3 класс и для того, чтобы узнать результат экзаменов. Пришли вместе с Парамом, потому что кроме всего, что я перечислила ранее, нужно еще заплатить. Пока заплатить надо будет за учебники и за ремонт, друзья. Ремонта особо не видно, но в принципе, как и, наверное, в любых учреждениях учебных во всем мире, здесь не забывают деньги брать. Артур, ты хоть немного переживаешь вообще перед получением результатов, а? Ну нет. Почему? Ты уверен, что все в порядке? Ну да. Ну не все, конечно, но в норме. Каникулы уже где-то 2 недели длятся. В основном уже все получили. Результаты все посмотрели. Так, получили мы результаты экзаменов, ну и общий результат за год по нашему табелю. Ну, нормально, то есть хорошо, хорошист у нас Артур, не отличник, но и не троечник. И по поводу денег Парам хватило? Хватило денег? Да, 6000. 6 тысяч Парам заплатил. Expensive. Ну, And you know one thing, more expensive next if you change Arthur's school. да, потом More еще больше. То есть, Big money. получается, 6 тысяч Парам заплатил, потом еще каждый месяц надо будет где-то по 1500 платить. И плюс еще там на экзамены отдельная оплата, форма, ну, то есть как бы немало получается, но по сравнению с другими школами, когда мы поменяем, то это будет очень дешевая школа относительно, где Артур учится. Нам крупно повезло. То есть это частная английская школа, но цена считается низкая по сравнению с другими частными английскими. Матерановцы очень рады, что дети ходят в такую школу. Привет всем, меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индию». Значит, смотрите, муж у меня сейчас работает, ищет клиентов, ребенок на дополнительных занятиях, а я сижу дома и занимаюсь ерундой. Почему ерундой? Потому что, смотрите, что я делаю, ребята. Делаю обложки для учебников сама, собственноручно. Мне кажется, в современном мире никто этим не занимается. Вот сейчас вспоминала свои школьные года. Даже тогда были уже обложки и на тетрадки, и на учебники. Вот я даже не с первого раза у меня стало получаться. Оказалось, что я не умею это делать. То есть там с 5-й или 10-й попытки у меня получилось. И у нас сейчас строго, Артур перешел в 3 класс, и нам сказали, что, ребята, вот книжки, пожалуйста, чтобы все были в обложках. Пошли мы в магазин, я думала, куплю обложки, но нет, мне продавец предложил вот это. Рулон бумаги, ножницы, скотч, еще клей. Но я без клея обхожусь. Да, у меня сейчас уже начинает голова болеть. Вы же знаете, какая я практичная, все всегда стараюсь подсчитать, продумать. Не так, как Парам. Мы осенью планируем переезжать всей семьей в Гоа. И я Параму говорю, ты потянешь школу? По-любому нужна будет частная школа, английская. Сейчас он нормально хватает. Еще и на еду остается. А вот в Гоа, скорее всего, только на школу. Он говорит, нет, Наташа, все будет хорошо. Парам такой амбициозный, говорит, я найду работу, буду зарабатывать, то есть тут нужно уже будет зарабатывать стабильно каждый месяц, чтобы каждый месяц отстегивать, ну, где-то 15 тысяч рупий. Школы дорогие, и цена постоянно растет. Приведу конкретный пример. У Парама есть брат средний, достаточно обеспеченный, у него собственная фирма по производству мебели. И они живут всей семьей в большом городе, в Бангалоре. Так вот, у него 2 детей ходят в школу, и он каждый месяц платит за одного ребенка 18 тысяч. Причем в выпускных классах, скорее всего, цена будет еще выше. Вот представьте, да, вот как обычному, если человек, ну, допустим, как повару Насиму, у которого зарплата 15 тысяч, ну, невозможно, да, вот уже в такую школу он своих детей не отправит. Ну, в Индии, конечно же, есть и государственные школы, где дети учатся совершенно бесплатно, даже форму могут выдавать бесплатно, и даже прилежным ученикам
выплачивать стипендию. Но здесь, знаете, как, наверное, и в любой стране есть такая вот гонка за престижем, то есть все хотят устроить своих детей в хорошие школы, чтобы дети получали удовольствие от обучения. Ну и мы, конечно, тоже не исключение, тоже хотим для своего единственного ребенка все самое лучшее. У Артура в классе есть девочка Риша, и у нее папа такой, такой интересный мужчина, образованный, он закончил тоже эту школу. Вот, у него собственный отель есть, обеспеченный, есть квартира в городе. Ну, и я была очень сильно поражена, почему человек с такими возможностями устроил своего ребенка именно в этой школе. Причем он так нахваливал, говорит, такая школа хорошая, такое образование дает. Действительно, у нас школа строгая, при монастыре. В общем, суровая школа, которая выпускает хорошо образованных людей. Но в этом году этот мужчина говорит, все, я забираю свою девочку из этой школы, говорит, все, нам не подходит. Но я так думаю, что, скорее всего, мама повлияла. Эта Риша танцевать очень любит, она умненькая, эрудированная, но вот в школу ей эту ходить неинтересно. Видно, что она как в клетке, как птичка в клетке. У нее какие-то там способности есть, которые она не может раскрыть, а только вот сидеть, зубрить, это не ее. В Матаране нет вообще никаких секций. Ну, мне тоже, честно говоря, такое не очень нравится. Мне бы хотелось раскрыть таланты нашего ребенка, опять же, чтобы он получал удовольствие. Фух, друзья, смотрите, 12 книг, 12 предметов у Артура будет. Боже мой, я просто в шоке. Что там? Рок, 1 minute! Это брокер. Я сейчас вам сниму, подождите. Сейчас я вам покажу местных брокеров, агентов, как здесь называют. Ну, в общем, вы увидите, как мы находим клиентов. Один из способов. Hi. 1 second, I call my husband. 1 second. Backside also. Сейчас, ребята, я вам все расскажу. То есть, видите, вот этот вот мужчина все показывает, все рассказывает клиентам. То есть, парам, в принципе, и не нужен особо. Но что-то он трубку не берет. You can see backside room, sunrise view. You show this room. This room. Guest. Oh, Param! Guest come in. Oh my God. Oh my God. Check. You not here. Буся. Слава богу, взяли, но всего один номер. Вы видели, какая огромная семья, но очень такие экономные люди, не кусайся. То есть один номер, у нас одна кровать, и, соответственно, они будут вечером просить у нас матрас, чтобы кто-то спал на полу. Потому что, естественно, все на одну кровать не поместятся физически. Вот, ну, это, в принципе, как бы я практически была уверена, что они возьмут номер. Когда работает брокер, как у нас здесь называют, или агент, то они умеют. То есть они умеют клиентов так заинтересовать и подводят. То есть у них нет, у этих агентов своих собственных отелей, ни комнат, ничего. Они ищут клиентов, они знают, как клиента поймать, зацепить за крючок и приводят. Допустим, к нам приводят, потому что знают, что мы дадим им хороший процент. То есть они сами договариваются о цене, завышают эту цену с учетом того, чтобы им какой-то процент отдать. Ну и, как правило, большой процент. Не очень выгодно. Конечно, лучше, когда парам сам находит. Тогда, естественно, мы больше зарабатываем. Ну и слава богу, конечно. Вот, то есть вы спрашиваете, как мы зарабатываем. Ну вот вы, как говорится, увидели своими собственными глазами, как это у нас происходит. Даже сейчас, когда не сезон, в принципе, клиенты у нас есть. Слава богу. Слава богу, хватает на жизнь. Ну, рассказывай, Артур. Катманду. Yes. Bag. This bag from Lumbini. Lumbini. No, тоже Непал. Lumbini, where Buddha was born. And inside, открой. And inside. Где тут открывается? Вот здесь, по-моему. По-моему, вот это. Тут нету ничего. Ну, вот этот вот маленький кармашек.
Oh, nice. This is from Kathmandu. Kathmandu. Special. Алло, Парам, не хакамин. А вот, друзья, этот парень Санджей, друг Парама. She said, when you left Matharan, next when you come to Matharan, you must live in my hotel only. They give advancedly inviting. Я вам сейчас специально его показала, просто мы с Парамом вышли для того, чтобы показать вам землю, которую он недавно купил. Вы просто у меня в комментариях часто спрашиваете, сколько здесь стоит, здесь в Матаране, сколько стоит земля, сколько стоит готовый отель и так далее. И мне сложно ответить на этот вопрос, потому что разные цены. Вот конкретно сейчас выдался случай, то есть вот этот парень, когда one month before, да, где-то месяц назад он купил, и поэтому я вам сейчас покажу. What one money, see? Вот мы подошли, вот видите, отсюда до туда. Такой вот клочок земли стоит 30 лакс. В долларах где-то 40 тысяч долларов. Причем это не первая линия. И представьте себе, это только этот клочок земли. Потом еще надо будет здесь поставить отель. Парам, Парам спрашивает за эти цветы, они меняют цвет? Да, меняют? Да. Волшебный цветок. Параму просто неудобно, чего я сюда подошла, что снимаю. Он решил сделать вид, как будто бы мы тут про цветочки снимаем. Так, сейчас отойдем и расскажу. Идем. Ну, неудобно, это как секрет. Ну, Парам, how many rooms? Сколько примерно? 3? No, maybe possible. Small 3 rooms. Представляете, то есть ему надо будет еще like вложиться, представьте себе, вложиться в строительство этого дома. И говорит, примерно 3 комнаты получится. Ну, то есть он будет для того, чтобы сдавать. То есть это будет как бунгало, да? Да. Как он насобирал, Парам, как он насобирал столько денег, а? Парень. All time save money when you not eat any outside food. All time save. We are not like we are. Мы не такие, да. We are make videos. We go туда, openly. Ну, Парам говорит, что этот парень, он был женат, парень. он развелся, но детей у него нет, то есть он не тратится ни на семью, ни на путешествие, только собирает все время деньги и вот насобирал. Соответственно, а Парам говорит, мы не такие. Парам все время мне говорит, ты для своих видео постоянно куда-то тянешь нас. Да. И везде, естественно, надо платить и за проезд, и за вход, и за все, ну, в общем, эти все расходы. Говорит, много, говорит, предложений Парам получает здесь в Матаране. Но мы все равно, мы не будем в Матаране, мы поедем в Гоа. Надо на Гоа собирать деньги. Как там? Там может еще дороже. Здесь очень дорогая земля. Ну, то есть, вот видите, я сейчас иду, и вы видите, да, видите, какое место. То есть, как бы не самое лучшее, это не центр Матарана, и такие цены. То есть, там, где более, вот где, допустим, Мадумалти стою, там очень дорогой. Мадумалти more expensive. Это очень дорогое. То есть, это так. Дешевка. Вот опять идет Санджей. Сейчас вам его еще раз покажу. Санджей местный, ему намного легче. То есть у него своих, он из своего дома родительского сделал там 2 комнаты, которые сдавал. Плюс еще как Парама арендовал много разных номеров. И, соответственно, на этом зарабатывал, вот, ну и смог заработать. Конечно, вот сейчас он купил землю, это будет на всю жизнь, дай бог, дети появятся, и детям передаст. Конечно, к этому все стремятся. Уже можно не работать, можно сдать кому-то в аренду и получать доход, расслабляться всю жизнь. Всем привет, просто уже следующий день, поэтому я здороваюсь. И хочу вам показать заодно свою 3-ю тунику, которую Парам выбрал для меня в Дели. За 200 рупий, представьте себе. Классная. Мне очень нравится, но особенно цена, наверное. Ну, действительно, сидит красиво, цвет приятный, легкая, воздушная, натуральная ткань. В общем, супер.
А мы сегодня едем в город, в банк. Параму нужно по бизнесу. Вот. Ну и мы с Артуром как хвостики. Ну, на самом деле, друзья, я очень-очень ценю в Параме то, что он всегда, когда куда-то едет по своим делам, он всегда берет нас с собой. То есть он даже зовет, говорит, Наташа, Артур. Да, I have beautiful wife, my son. Даже работу Парам нашел, чтобы рядом с семьей, чтобы мы все время были вместе. I very want to spend time with you all time, with together. Да. So this is I'm very, Некоторые просто в некоторых Молодец. семьях, вот я даже среди своих знакомых наблюдаю, это относится и к мужу, и к жене. Иногда жена радуется, что о, муж куда-то ушел, уехал, там зовет своих подруг, можно там как-то отдохнуть от мужа. То есть у нас такого нет. Или наоборот, муж куда-то уезжает. Вообще у нас с Артуром тоже есть кое-какие дела в городе, не только Парам по работе. Что, расскажи, что нам надо? Нам нужно купить попугайский корм. Да, ребята, и еще нам надо по поводу формы. Скорее всего, купим ткань и уже здесь найдем швею, чтобы пошить форму Артурке. Кто, может быть, не знал, кто недавно подписался, мы здесь в Матаране до октября, у Парама контракт по бизнесу. Потом мы должны будем покинуть этот отель. Артур не будет заканчивать здесь 3 класс. Мы планируем переезжать в Гоа. Друзья, но Парам сказал, все равно, говорит, покупай форму. Она не так дорого стоит, а нужно, чтобы было 2 комплекта у нее. Видите, Бусенька нас опять провожает, да, Бусь? Бусь, может, пойдешь? Да мы уже за нее не особо волнуемся, потому что уже это не первый раз. До парковки проведет, а за байком, я надеюсь, уже не побежит. Подходим к парковке, а тут такое. Да. Буся, иди домой. Иди домой. Ужас, я не знаю, что делать. Парам старается быстрее ехать. Вы видите, бежит сзади. Мы до этого спускались на такси, когда Буся нас провожала. Первый раз на байке. Буся, иди домой. Все, слава богу, смотрите, нету Буси. Пошла обратно. Вы представляете, насколько она к нам привыкла. Джимми никогда нас так не провожала. Буся уже просто с первых дней жизни она с нами. Ай-я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 й. Господи, дорога-то какая. Что была когда-то собака в Мадумалте, Кандю. Зрители, которые нас давно смотрят, помнят ее. И Парам говорит, что как-то она тоже там кого-то провожала. Парама еще здесь не было. И попала в Нерал, в город. И через 6 месяцев, то есть через полгода, она вернулась домой. Немного наших красот. Парам, чем не Непал, да? Better than Непал. Или нет? Родные горы, родные. Хотя, да, я насчет Непала тоже хорошего мнения. Сейчас Парам в банк, постараемся по-быстрому. Пока стоим, ждем Парама, покажу вам наряды, какие здесь продаются. Кстати, продавец меня узнал. Мы здесь когда-то покупали шарфик. Вот, ребята, магазин, где продаются ткани. Подобрали нам для брючек и для рубашечки. Я взяла для примера Артура форму. Немножечко цвет отличается, видите, но ничего, это допустимо. Парам говорит, в Матаране швей хватает. Так, а сейчас мы в зоомагазине. Здесь продаются рыбки и попугаи. И вот еще какие-то птицы, друзья. Я не знаю, что это за птенчики. Yes. Раньше их не было. Вы кто такие? Please. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за птицы. Господи, вы как дети. Вы видите, манго Парам пытается сбить. О, получилось, получилось, хорошо. Но это еще зеленый манго, Артур. Это, люблю. ну, можно будет сделать что-то типа, ой, на сабджи или какой-нибудь соус. Добытчики вы мои. А мы приехали, видите, здесь строится новый дом. В общем, друзья, помните, мы ездили месяца 3 назад смотреть квартиру для друга Парама.
В общем, то не подошло. Сейчас вот вроде бы как он собирается здесь покупать. Парам ему помогает. Я вам говорила, что Парам всегда вызывается на помощь своим друзьям, потому что он очень хорошо во всем разбирается. То есть такого мнения о нем все его друзья, что Парам современный мужчина. И все знает, все где, что и почем. Решили прямо здесь, в Ниреле, отдать на пошив ткань. Видите, сейчас с Артура снимают мерки. Частный цех. И, видите, здесь одни мужчины. Когда-то мы здесь шили Параму костюм на свадьбу, поэтому мы сюда пришли опять. Когда Парам остался довольным, поэтому вернулись опять сюда. В общем, я вам потом расскажу, когда костюм будет готов, расскажу, сколько же он нам вышел по цене. Обещаю закончить через 3 дня. Ну все, мои дорогие зрители, до свидания, до скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.